К Отцу своему ученик должен иметь полную и несомненную веру. Веру в то, что он знает путь Божий, может доводить по нему к совершенству, и доведет именно и его, что он силен у Бога, и Бог через него укажет ему прямой и незаблудный путь. Потому все его наставления принимать как совершенно истинные, решительно спасительные и богоугодные. Эта вера должна быть светла, чиста и никаким, даже слабым облаком сомнения не омрачаема, ибо ее ослабление есть ослабление и сердечного союза, а ослабление сердечного союза извращает все дело и делает его бесплодным. Потому должно хранить эту веру, как зеницу ока. «Сколько вера цветет в сердце, — говорит святой Лествичник, — столько тело успевает в своем служении. А как скоро кто о камень веры приткнется, то уж нет сомнения, что таковый падет, ибо справедливо то, что все, что не от веры, грех есть». В простоте сердца повинующееся, если через любопытство о настоятелевых повелениях не станут воздвигать на себя бесовских хитростей, то добре о Господе путь своей совершат. Потому и сами отцы прежде всего удостоверялись в вере к себе тех, коих принимали под руководство, и если замечали ее отсутствие, то не принимали. Так святой Варсонофий одного не принял под свое руководство, когда заметил в нем неверие, а когда оно закралось по наваждению бесовскому в принятого, то поспешил уврачевать его. Тем, кое восприяли о Господе попечение о нашем спасении, говорит Лествичник, мы без всякого любопытства должны верить, хотя бы нам казалось, что они и противные что-нибудь спасению нашему установляют. Тогда-то наше к ним доверие, как в горниле смирения, искушается. Ибо то и есть знак истинного доверия, когда кто, хотя видит что-нибудь чаянию своему несколько противоречие, однако по елику учреждают, то начальники, верить им несомненно. Должно всячески чествовать отца своего, иметь лицо его честным, светлым, не только в слове и чувстве, даже в мысли не иметь ничего омрачающего его или умаляющего сей свет. Если, говорит Лествичник, желаем со всяким смиренно-мудрием под иго Господне выю свою подклонить, и другому нелицемерно вверить спасение свое, то прежде вступления нашего в монастырь должны мы, если есть в нас сколько-нибудь проницательности и разума, рассуждать и испытывать о своем кормчем. Должны его искушать, чтобы не попасть нам, скажу так, вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо непорочного на сластолюбца, вместо пристани в пучину, и не уготовать самим себе кораблекрушение. По вступлении же на поприще благочестия и отвержения мира уже не должны со всею строгостью рассуждать о добром нашем подвигоположнике, хотя в нем, как в человеке, может быть, увидим и погрешности некие маловажные. Иначе с таким строгим о делах настоятеля своего испытанием никакой не получим мы пользы от оставления мира. Тем, кои желают навсегда соблюсти
несомненное к своим наставникам доверие нужно хранить в сердце своем неизгладимо и незабвенно добрые их дела, дабы воспоминанием о них заграждать уста бесам, когда они станут в нас всевать недоверие к ним. Если мысль твоя понуждает тебя к тому, чтобы ты осудил или похулил своего наставника, то ты от всего отскочи, как бы от блудодеяния, и отнюдь не давай змею сему ни обнадеживания, ни места, ни входа, ни же какого приступа, а напротив, воскликни к нему: «О прелестник, не я приял суд над моим начальником, но он надо мною судьею поставлен». Сие чествование и благоговейство непоколебимое растет от веры и ею утверждается, как, напротив, сейчас слабеет, коль скоро слабеет вера, и обратно. Потому на сии два пункта особенно и устремляет враг свои стрелы. Нередко даже привидение строит в помрачении чести отца, чтобы отбить от него ученика, как пострадал Елисей, ученик Авва Исаии. Потому-то, когда в лествице инок спрашивает у Иоанна Саваита, советовавшего ему предаться отцу, что ежели сей отец по нерадению своему в чем-нибудь погрешит, то старец сказал на это: «Хотя бы ты увидел его творящим грех, не отходи от него, но скажи сам себе: друже, зачем ты сюда пришел? Тогда увидишь, как тотчас исчезнет в тебе всякое возвышение». Во всем следует положиться на Отца или стоять в той уверенности, что удовлетворение всякой его нужды будет исправлено молитвой Отца, всякое зло отвращено, всякое благо подано. «Мени держись», — часто говорит святой Варсонофий, — «выведу тебя, и скоро введу в покой и Богу представлю». Или так: «Наследником моим будешь, даров моих сподобишься». Или «вместе ляжешь в одной раке». Все сие содержится в вере, в той вере, что Господь, ищущий спасение всех, спасет его через Отца и все сделает для него по вере его. Ученик чает, что Господь по благости своей ради молитв Отца и помилует, и грехи простит, и благ духовных не лишит. Оттого совсем бежит к Отцу, как сын, в несомненном чаянии, что получит удовлетворение. И получает. У святого Варсонофия ученики часто говорят: «Скажи слово, и будет так. Ты нам пристанище». Когда заболел он, то взывали: «Куда нам деваться?» Естественным следствием веры, чествования и надежды должно быть успокоение под руководством Отца, как под безопасным кровом. Преданностью Ему он пресекает всякое попечение о себе, всякую заботу и опасение. Он, пишется у святого Варсонофия, говорит от сердца к Отцу: «Верю, что Господь тобою спасет душу мою. Твори со мною, что внушит тебе Господь. Я уже не я». Если кто говорит лествичник, по чистой совести навсегда предал себя своему Отцу, таковый прочей смерти своей, как сна, не боится.
ведая точно, что при исходе из сей жизни не от него, но от настоятеля его востребуют ответа. Потому дело спасения своего он считает как бы решенным.